Сегодня, в Страстную Седмицу, мы вспоминаем события, произошедшие в Гефсиманском саду. Гефсимань звучит на иврите как гадшманим – масло давильня. Во времена Христа здесь давили масло из урожая, собранного в оливковых рощах, раскинувшихся на склонах Масличной горы. Через рощу спускалась дорога, ведущая из Вифании в Иерусалим. Когда Христос приходил в город, то останавливался у своего друга Лазаря в деревне Вифания, что на восточном склоне Илионской горы, или на вершине этой горы в Малой Галилее. Так назывался лагерь, в котором останавливались жители Галилеи, когда приходили в Иерусалим на праздники. В Евангелии от Луки написано: «Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. И он пришел сюда в ночь ареста, оставил учеников отдыхать и взял с собой только 3, тех самых, которые были вместе с ним на горе Фавор, перед которыми произошло богоявление на вершине этой горы: Иоанна, Якова и Симона. Христос просил их поддержать его в молитве, но они уснули, и только ангелы были с ним. В какой-то момент плоть воспротивилась: «Пусть минует чаша сия меня», но затем он отдал себя на милость Божью и говорил: «Отче мой, если возможно, а тебе все возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Моление чаши произошло здесь, в Гефсиманском саду. Сегодня в саду растут молодые оливы, и рядом с ними 8 очень старых, как считают ученые, им по 700-800 лет, но они выросли из корней деревьев времен Христа. Иногда предметы помогают нам почувствовать связь с минувшими событиями. Здесь, в саду, эти деревья вызывают у верующих чувство сопричастности с событиями той ночи. В византийские времена в саду была построена базилика. Ее развалины видны с южной стороны современного храма, который был возведен в 1924 году францисканским архитектором Антонио Берлуччи и усилиями 12 католических стран. Храм освящен в честь страстей Господних. В православной традиции его называют храм моления о чаше. В алтарной части храма скала, на которой по преданию молился Христос. Здесь, в Гефсиманском саду, он был арестован и отведен на суд Синедриона, в дом первосвященника Каиафы. Синедрион не смог найти богохульства в его словах и делах и отдал его на суд римлянам. И римляне приговорили Спасителя к распятию на горе Голгофе. Приговор должен был быть приведен в исполнение немедленно. О страстях Господних и погребении мы поговорим с вами в следующем выпуске. А этот заканчиваем деревом из Гефсиманского сада, под которым выложено камнями слово «мир». Господь – это мир. С вами был гид по Святой Земле Сергей Алексейчик.